Всем привет, всем доброе время суток, приветствую вас на канале Статем. Сегодня я буду изготавливать серьги, и для этого мне понадобится вот такой вот кусочек мореного дуба, который к этому флянцу я приклею на двухсторонний скотч. По идее должно держаться, но посмотрим, как это будет. Итак, поехали. Итак, я оторвал пленку наконец-то и попробую его сцентрировать и приклеить. Думаю, двух кусочков будет достаточно. Ну, вот как-то так. В общем, получился у меня вот такой вот кругляк. Двухсторонний скотч. Держит вроде неплохо, правда, тяжело обработать на квадрат. Но после квадрата, в принципе, за то, что отвалится, не переживаю. Сейчас буду делать внутреннюю проточку. В общем, получилась вот такая вот деталь. И нужно будет выточить еще одну такую же. Итак, получилось две вот таких вот одинаковых детали. И приступим к выточке внутренней вставки. Оторву вот эту вот деталь. А мне не нужна. Может быть, когда-то кольца какие-то отсюда вытащу. Пускай будет. И сюда сейчас приклею тоже на двухсторонний скотч вот такой вот брус. В общем, вот такие вот таблетки у меня получились. Полукруглые с одной стороны и плоские с другой. Их нужно будет вклеить потом вот так вот в середину, чтобы получился контраст.
Но это будет немного позже, потому что не все детали еще выточены. В общем, вот такие вот капельки у меня получились. Нужно будет выточить еще 3 штучки. Ну, потом, естественно, все это дело разрезать. Итак, детальки все готовы, 6 штук. И теперь в них нужно будет засверлить отверстие вот здесь вот по центру. В общем, получилось такое вот отверстие. Глубина, я говорю, миллиметров 7. Ну и проделаю такие отверстия во всех остальных. Теперь вот этот вот круг нужно разделить тоже на 4 части. И в них нужно будет тоже засверлить отверстие, которое будет выходить вот сюда вовнутрь. Центрировал и начинаю по чуть-чуть, дымит, конечно, но никуда не денешься. Ну и так все остальные. Ну а теперь можно заняться установкой фурнитуры и вообще сбором сережки. Значит, сделал я ее из нехромовой проволоки. Та, что идет на электроплитку, она не ржавеет, не магнитится. Вот поделал вот такие вот крючочки. И сейчас их буду вставлять вот так один в один. Ну и дальше уже буду клеить и собирать саму сережку. Итак, смотрим. Значит, берем нашу бусинку, капаем немножечко клея. Потом наши звенья. Оп. И вжимаем такими круглогубцами. Плотненько туда к краю. Все. И даем засохнуть клею. Дальше берем вот этот вот круг, кольцо наше. Так же, как и здесь, капаем тоже каплю клея. И вставляем нашу защелку. Защелка у нас готова. Ну а теперь ту же процедуру повторяем уже с нашими бусинками. Ставим небольшую точку и просовываем в наше отверстие. Как говорится, намертво. Клей и такая разводка, она никуда не денется, не даст ему выскочить. Ну и пошли дальше по кругу. И в завершение ансамбля последняя бусинка. В конечном итоге имеется вот
почти готовая сережка. Ну, нужно будет в середину вклеить еще вот этот вот круг и вставить плетеное нехромовое кольцо. Так, значит, проволока сложена втрое, дрелью скручена, с таким вот рисунком. Не знаю, на камеру будет видно, ну, наверное, будет, да. И сейчас мне нужно будет с нее свить кольцо, которое вставится сюда, в середину, в эту прорезь. И пока я буду делать это, отрезать кольцо, я, наверное, сразу приклею фишечку. Вот так вот посадим ее на ПВА. Можно бы было и на суперклей посадить, но как-то охота дерева к дереву приклеить ПВА. Не знаю, привык так. И вот теперь в середину вставляю вот эту вот нашу фишку. Так вот, попробуем подогнать диаметр. Вот так вот сверну. С запасом, наверное, немножко отрежу. И буду по чуть-чуть, по миллиметру потом уменьшать, чтобы оно точненько у меня сошлось. Итак, вроде бы все получилось. Вот так оно будет у меня садиться. Сейчас я его вытащу и посажу его на клей. Пару капель по окружности. Оп. Попытаться по-быстрому его вставить. Так, 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 так. Ну, естественно, нужно дать время ему застыть. Итак, клей у меня уже застыл. Получилась вот такая вот сережка. И теперь ее можно и даже нужно вскрыть маслом. Так, по чуть-чуть, не спеша. А когда высохнет, лишнее сотру. Хорошо смазываем торцы. Вот такая вот сережка получается. За кадром я сделал еще одну. Сейчас она просохнет и покажу, что из этого получилось. Итак, ну что ж, вот такие серьги у меня получились. Потом, возможно, еще их навощу. Масло еще местами проступает. Но, в принципе, показать уже можно, что получилось. Диаметр серьги приблизительно, так скажем, 2,5 сантиметра. И общая высота 6,5 сантиметров. Если кого интересует, как делать вот эту вот всю фурнитуру, чтобы не покупать, делается она довольно быстро. Даже вот эти вот маленькие пружинки, которые вот есть, все это буквально за пару минут делается. Так что покупать, в принципе, не имеет смысла. Дешевле накрутить это все с нехромовой проволоки. Если будет интересно, пишите в комментах, я сниму на эту тему видео. А пока всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, те, кто не подписался. И до скорых встреч.